Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Draconic Evolution на версии 1.12.2. В этой серии поговорим про энергию, про энергохранилища. Давайте для начала рассмотрим способы передачи энергии в этом моде. Здесь есть три кристалла. Такой вот базовый кристалл входа-выхода, базовый энергетический реле кристалл, базовый беспроводной энергетический кристалл. У каждого из этих кристаллов есть еще разные уровни. Это виверны и дракона. Различаются они между собой только по количеству возможных соединений и по количеству хранимой энергии. Давайте для примера рассмотрим базовые кристаллы. Итак, допустим, у нас есть какой-то источник энергии. Я буду использовать конденсаторы из Ender IO. И, допустим, у нас есть потребители. Пускай это будут другие пустые конденсаторы. Итак, чтобы мне передать от этого конденсатора к этим энергию, мне для начала потребуются такие вот кристаллы входа-выхода. Значит, соединяем. Вот, с помощью этого кристалла мы сможем забирать энергию. А для передачи мы можем также воспользоваться, например, таким же кристаллом. Давайте расставим. Раз, два. И, допустим, мы можем соединить с помощью такого связывателя кристаллов. Значит, Shift PKM по этому кристаллу. Видим, таким зеленым контуром у нас он подсветился, да. И дальше PKM мы уже соединяем с этим кристаллом и с этим. К сожалению, больше соединений я не могу сделать, то есть с этим у меня уже также не получится, потому что здесь есть лимит на 2 соединения. Вот. Но чтобы, допустим, еще с третьим соединить, мы можем воспользоваться уже реле. То есть вот так вот устанавливаем реле, кристалл в любой точке. Допустим, можно даже здесь поставить. Далее, кстати говоря, здесь у этих кристаллов в версии 1.12.2 появился свой внутренний интерфейс. Правый клик, можем сюда зайти. И, допустим, здесь можем очистить все соединения. Вот так вот. Раз. Все, все соединения мы очистили. Далее, опять же, Shift. Ну, у нас уже есть Shift PKM у нас настроено, да, зеленым контуром. Давайте по правой кнопкой мыши соединю с реле. Как видим, у реле уже, соответственно, 8 соединений возможно. И давайте также Shift PKM на него. И соединяем теперь сюда, сюда. И можно также здесь вот соединить. Вот так вот. Все, вот мы, пожалуйста, 3 прибора таким образом соединили. То есть до 8 также можем соединить. Если нам потребуется больше соединений, либо больше реле ставим, либо уже более высокого уровня. Кстати говоря, если мы зайдем в справочник Draconic Evolution, здесь вот в разделах про кристаллы, мы как раз можем увидеть, сколько энергии каждый кристалл хранит, да. Вот сколько, соответственно, максимум соединений. Вот у нас это, соответственно, входа-выхода кристалла. Вот у нас реле, да, сколько соединений видим, да, сколько энергии могут хранить. И вот, соответственно, беспроводные. Про беспроводные мы тоже сейчас поговорим. Так. Вот как видим, мы соединили, да, но энергия еще не поступает. Дело в том, что у этих кристаллов еще, помимо прочего, есть режим. Вот, если вы посмотрите на интерфейс, там справа внизу, да, мы, во-первых, видим, сколько там энергии хранится, да, сейчас в этом кристалле. Там 4 миллиона РФ. Сколько соединений, следующая строчка и, наконец, последняя строчка, это какой режим. Он сейчас у нас находится в режиме отдавать. Здесь тоже видим, у нас в режиме отдавать. Нам нужно, чтобы энергию сюда принимать, нужно, наоборот, переключить в режим принимать. Соответственно, здесь тоже давайте Shift PKM переключаем. Shift PKM переключаем. Все. Видим, у нас такая визуализация. Когда у нас энергия переходит, мы прям видим такие энергетические лучи. Если, допустим, энергия не переходит, мы можем брать в руки себе такой связыватель и вот эти все каналы тоже подсвечивать. Все, вот у нас энергия пошла сюда передаваться. Кроме того, мы, если хотим, если нам не нравится каждому прибору так вот ставить кристалл входа-выхода, мы можем сделать следующим образом. Давайте вот это вот все уберем. Так, и поставим такой вот беспроводной. Беспроводной, значит, энергетический кристалл. Устанавливаем. Та же логика, значит, Shift PKM, PKM. И теперь от него Shift PKM. И можем также соединять PKM сюда, PKM сюда, PKM сюда. Такой вот красная подсветка, красные лучи. Видим, у нас энергия напрямую пошла. Очень удобно, если мы не хотим каждому нашему прибору на базе ставить такие вот кристаллы, да. Сразу так вот запитка пошла через беспроводной кристалл. Здорово. Так, давайте дальше рассмотрим энергохранилища. Для начала давайте рассмотрим такие переносные. Их всего здесь 2. Это такой вот флаксовый конденсатор виверны. Значит, вот такой вот его крафт. Да. Далее есть его продвинутая версия флаксового конденсатора дракона. Да, вот так вот он крафтится. Как мы видим, у них различие идет именно по энергоемкости. Естественно, вот эти конденсаторы мы также можем с помощью слияния прокачивать. Такой вот, например, флаксовый конденсатор дракона, если полностью прокачать там до уровня хаоса, может вмещать в себя до 2 с лишним миллиардов единиц РФ энергии. Далее есть еще, соответственно, стационарное энергохранилище, очень большие. Для этого нам придется соорудить конструкцию из, во-первых, энергетического ядра, вот такой вот крафт. Далее нам потребуются такие вот стабилизаторы. В зависимости от уровня нам разное количество потребуется, крафтятся они из таких вот генераторов частиц. Еще нам потребуются энергетические пилоны для того, чтобы вводить и выводить энергию. Давайте я где-нибудь эту конструкцию попробую собрать. Итак, давайте посмотрим справочник, чтобы узнать, какие уровни у нас энергохранилища существуют. Значит, всего их 8
уровни. 7 уже знакомый нам еще со времен версии 1.7.10, да, который вмещает в себя до 2 с лишним триллионов РФ энергии. Также на версии 1.12.2 появляется такой вот 8 уровень, который имеет бесконечную емкость, но, правда, для его крафта нам потребуется, помимо блоков там драконика и всего прочего, еще пробужденные драконьи блоки, причем в довольно внушительном количестве. Поэтому, хоть оно имеет бесконечную емкость, по крафту оно достаточно затратно. Я предлагаю для начала собрать уровень 7, да, посмотреть на это энергохранилище. Затем попробуем еще 8 уровня тоже. Итак, для того, чтобы нам собрать 7 уровень, смотрим, нам потребуется одно ядро, 36 энергетических стабилизаторов, да, 210 драконьевых блоков и 328 редстоуновых блоков. Итак, я с запасом взял себе драконьевых и редстоуновых блоков. Давайте попробуем собрать эту конструкцию где-нибудь повыше, размещаем, где-то 8-10 блоков примерно. Так, чтобы там нам яму не прокапывать, давайте ставим сюда ядро. Далее, соответственно, здесь расчищаем эту площадку. И в отличие от версии 1.7.10, здесь можно сделать автоматическую сборку вашего энергохранилища. Это очень удобно. Значит, смотрим, здесь вот можно переключать уровень, да. То есть это вот самый базовый, можно больше. Вот 7 уровень, например, да. И, допустим, нажимаем «Собрать ядро». И вот такая вот у нас происходит автоматическая сборка. Из нашего инвентаря забирается все. Ну, поскольку я в креативе нахожусь, у меня блоки не расходуются. Очень здорово. Мне очень нравится, как сделали на 1.12, то есть автоматическую сборку этих ядер. Это очень удобно. Много времени экономит. Итак, у нас автоматически собралось такое вот ядро. Далее, чтобы его активировать, нам еще потребуется поставить стабилизатор энергетического ядра. Ну, где-то в диапазоне, если не ошибаюсь, от центра можно в радиусе 16 блоков до 16. Давайте я примерно на расстоянии 2 блока поставлю. Вот первое. И четвертое. Если на версии 1.7.10 это было достаточно, да, мы могли активировать. Здесь уже немного иначе обстоит ситуация. Здесь нужно, соответственно, еще вот так вот сделать. Такую вот конструкцию. 3 на 3, то есть по 9, соответственно, таких стабилизаторов. Раз. И у нас образуется такое вот кольцо. То же самое делаем и с другими. Итак, мы собрали все 4 стабилизирующих ядра. Правый клик. Заходим сюда в меню и, соответственно, можем запустить. Оба. И у нас активировалось вот такое вот энергохранилище. На 2 триллиона РФ энергии. Вот. Здесь, к сожалению, уже больше не подсвечивается, как раньше, его емкость. Нужно правым кликом просто заходить вовнутрь. Можем его выключить. Вот видим, сколько его емкость, насколько он заряжен, какая сейчас передача происходит. Ну, поскольку я ниоткуда не передаю, соответственно, ничего не происходит. Давайте теперь попробуем энергию в это ядро загрузить и оттуда ее забирать. Для этого нам потребуется 2 вот таких вот энергетических пилона. Устанавливаем их где-нибудь недалеко от ядра. Допустим, вот здесь вот и вот здесь вот. Далее устанавливаем сверху стекло. Shift PKM сверху по такому пилону переключает его режимы. Вот видите, когда стрелки расходятся, значит, вот это будет у нас забирать из ядра. Если стрелки сходятся в ядро, это означает, что энергия сюда будет поступать. Если мы энергию будем сюда подводить. Ну, давайте для примитива просто поставлю здесь конденсатор из Ender.io. Видим, что у нас энергия пошла, да, такие частички. Вот. Можем, естественно, также через энергетические кристаллы все передавать, которые в начале гайда рассматривали. Все. Далее, соответственно, мы можем забирать эту энергию сюда, ставим конденсатор. И, по идее, сюда у нас, видите, энергия выгружается. Если зайдем вовнутрь, сюда, в интерфейс, видим, с какой скоростью у нас происходит передача, да, сколько у нас там накоплено. Вот таким вот образом. Естественно, мы можем использовать для передачи там кристаллы такие, входа-выхода, если нам удобно. Ставить сюда энергию передавать на вход, отсюда забирать. Только не забываем, конечно, режимы переключать, да, на отдачу. Вот так вот. И все, пожалуйста, у вас так вот система будет с огромным энергохранилищем. Итак, далее давайте попробуем собрать ядро с бесконечной емкостью. Для этого нам, помимо прочего, потребуются пробужденные драконьевые блоки, причем внушительное их количество, 378 штук. Но поскольку я нахожусь в креативе, я просто себе одно положил. Давайте собираем, также вот у нас повыше сделаем. Ставим энергетическое ядро. Далее заходим сюда в интерфейс внутренний, правым кликом. Выбираем уровень самый максимальный 8. И нажимаем кнопку «Собрать ядро». Все, и процесс сборки у нас пошел. Причем, видите, внутри у нас идут драконьевые блоки. В отличие от редстоунов блоков в такой простой конструкции 7 уровня. Так, далее уже в расход пошли пробужденные блоки. Посмотрите, какое огромное количество сейчас будет выставляться. Итак, наша конструкция собрана. Далее также, как и с 7 уровнем, мы ставим вот такие вот энергетические ядра. Итак, вот я собрал, соответственно, тоже энергетические ядра. Заходим вовнутрь и нажимаем «Запустить». Все, вот такое вот огромное оранжевое ядро получилось красивое.
Вот, если вам негде хранить энергию, да, не хватает вам такого 7 уровня, можете рассмотреть как вариант. Но правда, будьте готовы, конечно, кучу сердец дракона надо добывать. На этом, пожалуй, все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. В комментариях пишите свои замечания, рекомендуйте видео друзьям. Жду вас в следующих сериях. Пока.